Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 7 мая. Поговорим о народном календаре, поговорим о церковном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите благополучие, и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Также хотим всех поблагодарить за донаты, друзья, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. 7 мая в православном календаре отмечается память нескольких значимых святых, среди которых выделяются святые с именем Евсевий и преподобная Елисавета Чудотворица. Этот день собирает верующих для вспоминания и молитвы, призванных отдать дань уважения историческим фигурам христианской церкви, чья жизнь и деяния оставили значительный след в религии. Среди святых, именуемых Евсеевыми, наиболее известны были три личности. Первый из них, мученик Евсевий, жил в I веке и был известен своей преданностью христианской вере в эпоху раннего христианства. Его жизнь и мученическая смерть являются примером несгибаемой веры и мужества перед лицом преследований. Второй заметный святой – Евсений Никомедийский, который жил в начале IV века. Он стал жертвой гонений императора Диоклетиана, известного своей жестокостью по отношению к христианам. Евсений Никомедийский отличался своей ученостью и вкладом в развитие церковной организации, что сделало его фигурой значительного влияния в истории христианства. Ну и третий из Евсеевьев – это Евсевий Пустыни, который избрал жизнь в уединении, посвящая свои дни молитве и аскетизму. Жизнь в пустыне позволила ему достичь высокого уровня духовного совершенства, что привлекало множество последователей, желающих научиться у него глубокой духовной практике. Наравне с Евсевиями 7 мая почитается и память преподобной Елисаветы Чудотворицы, которая была игуменей Константинопольской обители. Преподобная Елисавета известна своими строгими аскетическими подвигами, включая соблюдение строгих постов и отказ от масла и вина. Ее питание состояло исключительно из трав и хлеба, что свидетельствует о ее преданности духовному совершенствованию через самоограничение и умерщвление плотских желаний. Согласно церковным преданиям, преподобная Елисавета обладала даром чудотворения, которое использовала для исцеления людей от серьезных заболеваний и изгнания бесов. Одним из наиболее известных чудес, приписываемых ей, было умерщвление змея, который угрожал местной общине. Это деяние подчеркивает ее святость и могущество ее молитвы. Эти фигуры не только внесли значительный вклад в формирование и развитие христианской доктрины, но и продолжают вдохновлять верующих по всему миру. Их жизни и их подвиги напоминают о важности веры, терпения и духовного поиска, которые остаются центральными элементами в жизни современных православных христиан. 7 мая таким образом служит днем воспоминания и почитания, когда верующие собираются для молитвы и отражения над жизнью и учениями этих святых, стремясь следовать их примеру в своей повседневной жизни. Напоминаем вам, что 5 мая все мы с вами, православные христиане, отмечали Светлое Христово Воскресение, праздник, символизирующий победу жизни над смертью и начало новой жизни. Эта дата также знаменует начало 40-дневного периода, в течение которого воскресший Иисус Христос встречался со своими апостолами, передавая им последние учения и вдохновляя на продолжение его миссии. Этот временной отрезок полон глубокого символизма, отражая не только духовное возрождение, но и обновление природы.
Первая неделя после Пасхи носит название Светлой Седмицы и является временем особого празднования. В течение этой недели колокола звучат в церквях каждый день, символизируя радость и торжество, а царские врата, обычно закрытые, остаются открытыми для всех. Это дает верующим уникальную возможность приобщиться к центральным священнодействиям и даже позволить себе позвонить в колокола, что приносит чувство участия в общей радости и святости праздника. Приветствие «Христос воскресе» и ответы «Воистину воскресе» наполняют воздух, подчеркивая общность верующих и глубокий смысл праздника. Светлый вторник, который наступает в этом году 7 мая, принято ассоциировать с обычаем купалища. Этот день посвящен обливанию холодной водой. Традиционно, если прихожане опаздывали на утреннюю молитву, в эту светлую неделю их встречали с холодной водой. Это действие не просто символический жест, а напоминание о необходимости быть бдительными и преданными своим духовным обязанностям, особенно в такой значимый период. Также в этот день принято было проводить время в семейном кругу, укрепляя домашние связи и воспитывая в детях чувство уважения к семейным и религиозным традициям. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы размышлять о значении праздника и об общих моментах, которые укрепляют их веру и взаимопонимание. Кроме того, Светлая неделя и Светлый вторник напоминают нам о важности возрождения и обновления, которые могут происходить как в природе, так и в душах людей. Эти дни дают верующим возможность переосмыслить и возродить свою веру, укрепить семейные связи, а также почувствовать глубокую связь с божественными событиями, которые отмечаются в этот период. В народном календаре этот день называется 7 мая как Евсеев день, также известный как Евсей, Овсы, Отсей. Эта дата традиционно связана с началом посевной овса. В старину считалось, что начать сеять овес следует именно в этот день. И это даже говорилось в поговорках: «Овес любит хоть воду да в пору». Это выражение отражает мудрость и наблюдательность наших предков, которые глубоко уважали природные циклы и зависимость сельскохозяйственных работ от подходящего времени. Символично, что в Евсеев день люди также молились о защите от маяты, болезни, которая поражает овес. Маята или ржавчина овса могла существенно снизить урожай, поэтому в этот день проводились особые обряды, читались особые молитвы, которые были направлены на защиту посевов от этого заболевания. Традиционно в Евсеев день мужчины активно участвовали в полевых работах, сея овес. Эти работы требовали не только физической силы, но и точного соблюдения сроков, что гарантировало лучший урожай. В то же время женщины были заняты ведением домашнего хозяйства. Они убирали в доме, во дворе, готовили пищу, обеспечивая поддержку и уют всему дому. Женская роль в этот день включала также заботу о сохранении традиций и передачу кулинарных и хозяйственных знаний девочкам, что способствовало сохранению культурного наследия. Дети также не оставались в стороне от семейных дел. Мальчики под руководством отцов или старших мужчин семьи изучали ремесла, такие как столярное, плотницкое, осваивая навыки, необходимые для создания изделий из дерева, тех же мисок, ложек и других предметов домашнего обихода, которые могли быть проданы или использованы в собственном хозяйстве. Эти занятия способствовали развитию у детей практических навыков и готовили их постепенно к взрослой жизни. 7 мая в народном календаре особенно был важен для крестьян, так как с этого дня начинался активный период посевных работ. В это время крестьяне выходили в поле независимо от погоды, считая, что сроки посева нарушать нельзя. Наблюдения за природой, такие как распускание листьев у березы и появление муравьев, служили естественными знаками, указывающими на подходящее время для посева овса. Погода в этот период могла быть капризной, но крестьяне не боялись майских морозов и дождей, воспринимая их как благоприятные условия для будущего урожая.
Старинные поговорки, такие как «май холодный», «год хлебородный» или «дождь в мае лишним не бывает», подчеркивают важное значение холодной и влажной погоды в мае, которая способствовала более обильному и здоровому урожаю. Евсеев день ассоциировался с различными наблюдениями за природой и погодными условиями. Например, обилие комаров в этот день предсказывало хороший урожай овса. Низкие облака могли предвещать скорую грозу, в то время как желтый закат указывал на задержку дождей. Эти знания помогали адаптировать аграрные практики к изменчивым условиям, оптимизируя время и методы посева. Кроме посевных работ, Евсеев день крестьяне находили время для сбора весенних грибов, такие как сморчки. Находка большого количества грибов рассматривалась как хороший знак, обещающий урожай не только овса, но и проса. Такие связи между природными явлениями и природной и аграрной деятельностью были основаны на глубоком понимании экосистемы и ее ритмов. Календарь также в этот день отмечал именины многих имен в этот день, включая Алексея, Валентина, Елизавету. В старину считалось, что люди, рожденные в этот день, обладают особыми качествами и способностями, такими как интуиция, что делает их хорошими врачами, учеными или художниками. Эти уникальные способности воспринимались как дары, помогающие преодолевать трудности жизни. 7 мая в народном календаре ознаменовано не только сельскохозяйственными работами, но и праздником Пролетья, символизирующим наступление лета и окончательный уход зимы. В этот день проводились различные обряды, направленные на пробуждение земли от зимней спячки и привлечение силы и здоровья для крестьян. Древние славяне в честь Майи Златовласки, которую почитали как мать всех богов, зажигали священный огонь. Этот ритуал символизировал возрождение природы, уход холодов и возвращение теплых летних дней. Священный огонь также отражал и вращение солнцеворота, важного астрономического и культурного события, которое отмечало изменения сезонов. В день Пролетия осуществлялись обряды опахивания, при которых участники, окутывая себя дымом костров, символически очищались от негативного влияния прошлых месяцев и тем самым привлекали удачу и здоровье на весь предстоящий год. Такие ритуалы укрепляли связь человека с природой и с циклами. Празднование Пролетия также включало в себя различные формы народного искусства. Это игры, пение, пляски и хороводы. Люди играли на традиционных музыкальных инструментах, такие как дудки, свирель, барабаны, создавая праздничное настроение, которое объединяло людей. Кроме того, вечер 7 мая был популярен и среди неженатых девушек. Этот день считался особенно благоприятным для гаданий на будущего суженого и свою судьбу. Одним из распространенных способов гадания было использование пшеничных зерен. Девушка загадывала желание, брала в левую в ладонь немножечко зерен, а затем высыпала их на стол. Пересчитывая зерна, она искала знак. Четное количество зерен обещало исполнение ее желания. Далее, друзья, в этот день, в день святых Евсеевых, проводились молебны, и эти именно святые считались покровителями земледельцев, что особенно было актуально в начале посевного сезона. В этот день, помимо прошения о благоприятных погодных условиях и урожае, наши предки также молились о защите от маяты, заболевания, поражающего зерновые культуры, которая символизирует расширила свое значение на негативные изменения в душевном состоянии людей. Также давайте теперь поговорим о том, что ни в коем случае нельзя было делать 7 мая по народным приметам, традициям и обрядам. В этот день существует традиция избегать приготовления и употребления блюд из пшеничной муки. Согласно народным поверьям, продукты из пшеницы могут привести к различным заболеваниям живота. Эта народная примета, возможно, связана с древними аграрными обрядами, когда особое внимание уделялось злаковым культурам, и любое их использование в неподходящий день могло считаться неблагоприятным.
Еще одно важное правило этого дня – не употреблять овсяные блины и исключительно в кругу семьи. Этот день подчеркивал значение общности. Важно было пригласить соседей, угостить бедняков и даже случайных прохожих. Такой обычай способствовал укреплению связей в обществе и поддержанию традиций гостеприимства, которые имели глубокие корни в нашей культуре. Традиционно не рекомендовалось начинать утро 7 мая с чая, кофе или других напитков. Вместо этого следует выпить 3 глотка святой водички и умыться ей. Это действие имело глубокий символический смысл, связанный с очищением и защитой от маяты, состояние, при котором, по поверьям, человек испытывает апатию, тоску, а его душа и тело страдают. Святая вода в этом контексте использовалась как средство духовной и физической защиты. В этот день категорически не рекомендовалось проводить хирургические операции или косметические процедуры. Считается, что 7 мая неблагоприятен день для таких вмешательств, поскольку они могут привести к различным осложнениям, такие как аллергические реакции, повышение температуры или даже долгое заживление ран. Возможно, это связано с народными представлениями о том, что в этот день человеческое тело особенно уязвимо и чувствительно к внешним воздействиям. Также народные традиции предписывают избегать приема непрошенных гостей в свой дом 7 мая. Считается, что такие гости могут принести с собой негативную энергию, агрессию, раздражение и злость. Если же непрошенный гость все же появился, рекомендуется найти способ, как можно скорее его выпроводить. После ухода гостя необходимо провести ряд очистительных процедур, открыть окна для проветривания, сбрызнуть углы комнат святой водой и тщательно помыть порог входной двери. Эти действия предназначены для удаления возможной негативной энергии и восстановления гармонии в доме. Кроме того, еще одним поверьем, связанным с этим днем, касалось того же дарения подарков, которые сделаны из текстиля. Такие подарки в день Евсея могли привести к неприятностям, в том числе к финансовым проблемам как для дарителя, так и для получателя. Вот, друзья, вот такие вот народные приметы, традиции и обряды нас с вами ожидают в этот день 7 мая. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а на экране вы сейчас видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, друзья, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.